стенд компании «Костер», выставка «Салон каминов 2016». Здесь, в этом ролике, хотелось бы рассказать о оборудовании. Это пеллетная горелка для компании «Костер» под названием «Блазар». Нам поможет разобраться с этим оборудованием главный конструктор. Это Александр Гущин. Саш, расскажи, пожалуйста, основные моменты вот по пеллетному горелку. Я понимаю, что вот это бункер, это горельное устройство. Совершенно верно. Горелка состоит из трех основных, можно сказать, узлов. Бункер емкостью 250 литров базовой комплектации, шнековый податчик, пеллет и сама непосредственно горелка со встроенным пультом управления, который оснащен сенсорным экраном, полностью сенсорное управление. Соответственно, бункер имеет встроенный датчик наличия пеллет, который показывает уровень, и при наличии GSM-модуля своевременно оповещает потребителя о заканчивающемся топливе. Соответственно, что еще можно сказать про бункер? Да, в общем-то, все, в бункере стоят датчики, да? Да. Вот тут я посмотрел, они как раз и помогают нам определить, когда, на каком уровне топлива. Да, совершенно верно. Крышка с фиксацией. Покажем, как эта крышечка удобно. Ну, то есть можно одной рукой свободно открыл и засыпать. Угу. Здесь у нас на бункере что это? Это дополнительное оборудование, которое поставляется к пеллетной горелке, называется блок коммутации теном. То есть можно комбинировать отопление на пеллетах и отопление на электричестве, приобретя такой блочок. То есть подключается тен, если, допустим, двухтарифная система оплаты электроэнергии и ночью электроэнергия дешевая. Соответственно, выбираем на горелке режим отопления и выставляем, с какого по какое время работает тен, с какого по какое время работает горелка. Она в автоматическом режиме начинает работать и, соответственно, заканчивает. Здесь профили есть, да? Можно по меню поподробнее? Просто принципы, наверное, люди уже разобрались, а вот самая главная вещь — это автоматика. Настройка горелки, скажем так, есть два блока. Есть автоматический режим, подходит для хороших качественных пеллет белых, и есть ручной режим. То есть, в данный момент он называется тест, но можно назвать по-другому. Допустим, автоматический режим, изменить параметры, имеет минимальное количество настроек. Допустим, температуру уставки, соответственно, выставим гистерезис и аварийное включение-отключение. Также выставляются временные параметры. Это загрузка, первая загрузка жаровни. То есть, допустим, там... мы нажали клавишу «Пуск», у нас 20 секунд, получается, пеллеты подаются. Да. Совершенно верно, пеллеты подаются. И параметры мощности. Это параметры мощности, в каком диапазоне горелка будет в автоматическом режиме гонять мощность. То есть, суть автоматического режима заключается в том, что после выставления уставки, допустим, выставим 64 градуса. Сейчас текущая температура 22, уставка 64. Разница большая. Соответственно, он горелку разгоняет на полную мощность. По мере приближения температуры к температуре уставки он автоматически снижает. Датчики у нас стоят, получается, на подаче, на обратке. И на обратке, да. На подаче она для аварийного отключения, на обратке она для, собственно говоря, рабочих режимов. И также для аварийного включения. Если, допустим, температура ниже аварийного включения падает, она автоматом запускается. Также тут еще, что можно сказать из новинок, аккумулятор есть встроенный, который позволяет при отключении электроэнергии дожечь остатки топлива, тем самым избежать коксования топлива и пожароопасных ситуаций. После чего горелка благополучно уходит в спящий режим и ждет, пока не появится напряжение. Я смотрю, здесь еще в углу справочка, да? Да. Это поможет людям, все, наверное... Все экранные формы, то есть все картинки, они оснащены, скажем так, описанием кратким, которое даже не читая инструкции по эксплуатации, позволит достаточно квалифицированно, допустим, изменить параметры вентилятора. Нажимаем справку, и здесь все описано, что есть что есть режим ожидания, режим розжига и так далее. Ясно, то есть не надо где-то бегать, информацию искать, все под рукой. Возник вопрос, ответ найдется. Есть настройки системы еще. GSM-модуль пролетела. Настройка даты времени. Это когда включится-выключится? Или как? Нет, это просто, условно, часы встроенные там и то самое. А на что они будут влиять? Когда мы выбираем режим работы, горелку, там же можно выбрать, что горелка вообще останавливается на какое-то время. Допустим, ночью она не либо наоборот днем тепло, днем не отапливает, а ночью включается. Мы настроили, когда ей включится, когда выключится, и тену также. Да, и тену. Либо мы тен просто не подключаем,
соответственно, тогда горелка просто будет в это время молчать, не А работать. у нас электрический тен куда тогда будет подсоединяться? Вот к Вот этому к сальнику, блоку, да? да? К То сальнику есть этот подключается блок такой электрический тен. универсальный, он на несколько приборов. Ясно. Я даже, наверное, больше для себя вот эти знания, ну и люди заодно посмотрят, раз разговор у нас идет. Нажали мы пуск, то есть первичные мы настройки сделали. Тут как-то по умолчанию заводские идут или? Это то, что он показывал, да? По умолчанию, по да. мощности. Идут заводские настройки. Соответственно, чтобы изменить, надо сюда залезть. И так, что еще есть? Есть журнал регистрации, то есть все события, до 5000 событий остаются в памяти горелки, соответственно, можно будет потом проанализировать, когда что-то произошло. Отмечается, соответственно, какая температура была, какое пламя было, уровень пламени, как работал вентилятор, на каких оборотах, температура подачи обратки, да, насколько был заряжен аккумулятор, что-то еще, работа шнека, работа свечи. Вот это я что-то уже не помню, что это такое у нас. Так. Можно посмотреть текущее состояние. Вот еще раз, Саш, для себя вот так нажали. Просто некоторые люди думают, заводские настройки купил и поставил, заработало все. Но вот как мы, продавцы, обычно говорим, что пеллетную горелку купил, заводские настройки. У каждого же дом разный, да? Да, по теплопотерям, по площади, топливо разного качества. Я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить, потому что я уже столько ее накрутил, какие тут изначально настройки прошиваются. По-моему, что-то в районе 15 киловатт она настроена, соответственно... А GSM-модуль, вот это у нас что за антенкой моргает? Да, это возможность подключения GSM-модуля, сейчас он не подключен. То есть, соответственно, но на этой горелке уже на плате предусмотрен под него разъем. Это внутри, да? Да, внутри горелки. То есть откручиваешь барашки, откидываешь крышку, вставляешь GSM-модуль. Соответственно, вот отверстие под выносную антенну здесь. Можно дополнительно оснащать еще выносной антенной. Эта опция будет покупаться отдельно и будет стоить порядка там 7000 рублей. Ясно. То есть человек нажал пуск, пеллеты первично засыпаются, по трубам падают вниз. Да, Шнек у нас, кстати, он и втягивающий. Да, втягивающий. А попали пеллеты, свеча, как розжиг происходит? Здесь горелка оснащена керамическим нагревателем мощностью... Это не лампа от Нет. Это на скорость влияет или на розжиги в плане? Ну, это, скажем так, на ресурс, наверное, больше влияет. Потому что скорость приблизительно тоже такая же, в районе 3-5 минут, в зависимости от качества пеллет, влажности воздуха и там много всего остального, на что влияет. Кстати, о чем мы разговаривали до вот этого сюжета, я просто услышал, что здесь есть продувка. Да. То есть через какой-то период он по умолчанию регулируется? Да, в зависимости от качества пеллет можно выставить временные параметры, период продувки до 2 часов. То есть заключается в том, что временно приостанавливается подача пеллет, вентилятор выходит на максимальные обороты и выдувает то, что есть. Это критично, скажем так, для режима малых мощностей, потому что там горение идет неустойчиво и часто образуются там спекшиеся зольные остатки. Ясно. Вот в последнее время, вот зима была, конечно, как зима начинается, по многим пеллетным горелкам звонят, там говорят, она через 2 часа выключается. А почему выключается? Потому что пеллеты такого качества. И опять же, настройку, как я понимаю, делают в основном. Она уходит, то есть разожглись пеллеты, пламя есть устойчивое, все, она идет в нагрев, набрала температуру, переходит в режим поддержания и в нем останавливается. Минимальный режим, как ты, да, говоришь? Да. Они закоксовались, в итоге загорелась лампочка не розжиг. А здесь вот предусмотрено, что через какой-то период, даже в минимальном режиме, это я повторю, извините, она вот это все, что скопилось, выкидывает. Ну, еще хочу сказать про системы, скажем так, защиты и безопасности, которыми оснащена горелка. Первое – это датчик температуры патрубка, то есть если горение происходит… Это где он? Он здесь спрятан под кожухом и находится рядом с датчиком пламени. То есть на одной плате. Это я даже как-то и не знал. Здорово. То есть получается, что если опять же случилось так, что спеклось зольные остатки, и горение уже там где-то в районе патрубка идет, патрубок нагревается там до определенной температуры,
по-моему, там 80 градусов по умолчанию заложено. И, соответственно, останавливается подача топлива, дабы избежать перегрева и оплавления рукава. Вторая система безопасности, соответственно, датчик переполнения, то есть там стоит оптический датчик, который отслеживает уровень пилет. Если он поднимается выше определенного уровня, он также останавливает подачу топлива. Ну, это тоже актуально. Кстати, наверное, 2 человека за зиму. Может, конечно, в сервис-центр больше обращаются, нежели в наш интернет-магазин. Звонили, а трубу можно заказать. А почему? Да потому что вот не отследил, переполнилось. По какой причине никто не разбирался. Люди заменили и все. Ну, там переплатили 5000, а здесь, получается, защита уже стоит. Да, еще здесь производится постоянный контроль основных узлов. Это моторедуктор и вентилятор, то есть отслеживаются токи, потребляемые этими устройствами. Соответственно, если ток начинает превышать номинальное значение, тогда получается моторедуктор в заклиненном состоянии. После чего... это, извиняюсь, это когда скачки какие-то или что? На даче? Нет, почему? Условно, когда клинит моторедуктор, получается короткозамкнутый ротор, и двигатель останавливается, а ток в нем растет. Это дело фиксируется мозгами горелки, и после чего подается сигнал на реверсивную работу моторедуктора. Он пытается в течение минуты в обратную сторону крутить шнек. Если это помогло, и он освободился, тогда он продолжается штатный режим работы. Если это не помогло, то делается еще 2 аналогичных попытки, после чего он останавливается и сигнализирует о том, что его заклинило. То есть он покажет, что именно на этом участке у нас сбой произошел. Да, что и тогда нам остается механически сдергиваем, соответственно, откручиваем хомут, сдергиваем шнек и вытрясаем, уже смотрим, что туда попало, почему это произошло. Вентилятор также у нас оснащен обратной связью, отслеживается ток, потребляемым вентилятором, и, соответственно, если какие-то внештатные бывают оплавления, там, ну, это уже форс-мажоры, что заклинило там его, еще что-то, тогда тоже останавливается работа всей горелки, останавливается подача топлива, дабы избежать обратной тяги и горения. И, соответственно, сигнализируется потребителю об этом. То есть вся эта информация выводится на дисплей. То есть если какие-то проблемы по вентилятору. Ясно. Спасибо, Саш, большое, что нашел время. Еще раз скажу, что стенд компании «Костер», котлы партнер, пилетная горелка «Блазар».